Как мы уже с вами убедились во время нашего сеанса тренировок, ключевую роль в процессе играет так называемый шаблон тренировки. То есть тот сценарий, по которому производится работа с пациентом, да, то есть подбирается либо нагрузка по ЧСС, либо просто устанавливается нагрузка произвольная. И для того, чтобы создавать шаблоны, вот эти сценарии тренировки, существует специальный редактор, встроенный в программу. Из основного окна я должен выбрать пункт шаблона тренировок. И здесь я получаю что? Я получаю полный список всех шаблонов, которые есть. Шаблоны делятся на три подтипа. Шаблон универсальный, с которым можно работать как на дорожке, так и на велоэргометре. Это самый удобный вариант. И здесь нагрузка задается либо в единицах ЧСС, то есть абсолютный ЧСС, ЧСС в процентах от пороговой, либо в метаболических единицах. И есть отдельно протоколы для беговой дорожки, где можно задавать нагрузку конкретно, используя параметры угол наклона и скорость. И для велоэргометра, опять же, где можно использовать точное значение нагрузки, например, в ваттах, если это необходимо. Давайте откроем какой-нибудь шаблон, вот, например, универсальный, интервальная тренировка, то есть это не самый простой шаблон. И я нажму функцию «Редактировать», «Изменить шаблон», чтобы посмотреть, из чего он состоит и что с этим можно сделать. То есть смотрите, пользователь вводит название шаблона, который позволит потом его идентифицировать, и тип. Шаблон универсальный для велоэргометра, для беговой дорожки. Дальше есть поле, в котором устанавливаются параметры нагрузки. Сегодня мы использовали достаточно простые шаблоны, в которых нагрузка устанавливалась один раз и на всю тренировку. То есть в самом начале, так называемая одна точка тренировки или точка нагрузки. И эта точка начиналась в момент времени 0 и продолжалась всю тренировку. Я специально открыл вот этот более сложный шаблон, чтобы показать, что таких точек в рамках одной тренировки может быть много. То есть мы можем задавать различную форму. И вот здесь задается форма интервальной тренировки. То есть я не просто хочу, чтобы пациент тренировался с одной ЧСС, а у меня есть периоды, когда он будет тренироваться 75% от целевой или от пороговой, или 95% от пороговой. Для этого создается дополнительная точка нагрузки. Вот, и, то есть, в этой точке задается уже, собственно, нагрузка. Видите, что у меня идет контроль по ЧСС, и вот этот фронт прироста, он острый, а фронт спада такой медленный. Это сделано как раз, как я говорил, чтобы учитывать факт, что восстановление ЧСС процесс менее управляемый, и поэтому мы на это восстановление оставляем больше времени. Кроме того, что мы можем создавать такие точки однотипные, то есть у нас все точки идут, это точка контроля по ЧСС. На самом деле точки могут быть разноплановые. У меня какая-то точка может быть контроль по ЧСС, а потом я перейду, например, в точку с абсолютным значением нагрузки. То есть вот у меня, к примеру, давайте вот последняя точка, не последняя, вот пусть вот предпоследняя точка тренировки у меня будет на 33-й минуте. И я хочу в этот момент вот с высокой нагрузки, видите, я могу как добавить после нее еще одну точку, да, могу, соответственно, удалить эту точку тренировки. Вот тут возьмем следующую точку, например, да, вот это вот. К примеру, я хочу после 95%, я не хочу переходить к 75%. Я хочу выйти на абсолютное значение нагрузки. Например, чтобы это была нагрузка в каком-то количестве мет. Ну, вот я для этого количества мет устанавливаю, там, например, равное 4. Вот. То есть, видите, у меня уже нагрузка здесь по ЧСС закончилась, и показывается график, дальше нагрузка будет продолжаться в мет. Вы можете создавать вот такие сложные конфигурации шаблонов, к примеру, сымитировать тот сценарий, который мы сегодня с вами сделали. Пациент начинает тренироваться на фиксированном
каком-то значении нагрузки, потом переходит на автоматический контроль пульса. Вот это может сделать. Что еще можно сделать с помощью этого редактора? Можно, если оснащена дорожка или велоргометр автоматическим измерителем артериального давления, то можно установить, например, автоматически, чтобы давление замерялось каждые там, 2 минуты, да, или каждые 5 минут, или каждые 10 минут. Так как, вот. И есть еще один момент, что можно тренировку, целью тренировки поставить не просто какой-то там ЧСС, да, какую-то нагрузку, а какое-то количество калорий, которые сожжет пациент. Такие тренировки актуальны, например, для пациентов с избыточным весом, сахарным диабетом. Мы можем ограничить, например, чтобы как бы там пациент себя не вел, то тренировка у него закончится, когда он сожжет там 125 или 30, ну 30 килокалорий маловато, ну, давайте там 100 килокалорий. Да? Вот, то есть мы заранее делаем шаблон, например, он будет более длинным, час, полтора, устанавливаем нагрузку, пациент ходит, как только 100 килокалорий у него использовались, так нагрузка автоматически прекратится. Вот такой тоже индивидуальный подход. Это инструмент создания шаблонов, гибкий, с достаточно понятным интерфейсом, с помощью которого можно создавать сложные тренировки, состоящие из разных этапов в рамках одной нагрузки. На этом я заканчиваю медицинскую часть работы с программой. То есть мы с вами посмотрели основные функции, которые нужно использовать во время тренировки, там, перед тренировкой, чтобы выполнить настройки. Есть еще некоторые моменты, которые мы не светили, но для этого есть у нас курсы подготовки. То есть если вы приобретете данное оборудование, можете записаться к нам на курс, есть руководство по эксплуатации, где расписаны все интересные фишки данной программы, ну, например, создание как раз курсов реабилитации из шаблона.